Всем доброй ночи, а точнее доброго раннего утра. Вот только завершила свои дела и решила напоследок все-таки подарить вам один интересный, сильный и нужный для вас ритуал. Несложный, но очень действенный. Амброзии Медеи. Если кто не знает, то я объясню. Амброзии или божественный нектар – это напиток богов, продлевающий их молодость, красоту и вечную силу, поддерживающий энергетически. Если уж перевести на такой язык божественный, то это человеческая энергия, которая стекается к богам туда и является поддерживающей силой их культа, их эгрегоров. Ну, я об этом уже объясняла, говорила. Сегодня я хочу вам подарить ритуал, связанный с древней великой колдуньей. Мало кто знает, что слово «медицина», она произошла от слова «медея». Медея – знахарка, травница, колдунья, знающая язык трав, знающая язык птиц. Одна из величайших колдуней и знахарей своего времени. И она вполне реальный персонаж. И даже окутанная легендами эта женщина, она действительно жила в свое время. Согласно преданию, Медея была дочерью царя Колхиды Эота или Ээта и богини Гекаты. Геката, которая неприступная, где-то жестокая богиня, обособленная, подальше от богов, которые боялись все боги Олимпа. Геката как-то влюбилась в юного колхидского царя и родила ему дочь. Но поскольку ей нельзя было свою дочь человеческого происхождения оставить у себя, она отдала свою дочь отцу. Но всю жизнь покровительствовала ей, помогала и учила. И вот Медея, будучи дочерью великой богини Гекаты, конечно же, владела магией. И если ей нужен был определенный совет, она приходила в храм Гекаты, где встречалась со своей матерью или подсознательно общалась с ней и получала ответ и помощь. Согласно преданию, дети одного из греческих царей, Фриг и Гелла, жили со своим отцом и злой мачехой. И мачеха как-то сказала своему мужу, что предстоит великое бедствие в Греции. И для того, чтобы это предотвратить, ей во сне приходил сам Зевс, который требует в жертву его детей. И поскольку отец этих детей был безразличен к своим детям, он приказал на утро принести их в жертву Зевсу. Узнав об этом, Зевс не стерпел, поскольку он об этом не говорил, и он не хотел невинной крови, то отправил им золотого овна. И этот овен перенес на себе их в горное царство, в Колхиду. После чего овен с золотым руном нужно было принести в жертву, и это руно оставить как знак царской власти, напоминающий
этим детям об их царском происхождении. Оставшись там, они основали свое княжество и жили до самой смерти. Но после передали это золотое руно царю Колхиды, который был далекий родственник им, являлся после того, как они, естественно, создали семью. Это руно олицетворяло его власть. И он очень боялся потерять это руно. Некоторые историки говорят, что под видом золотого руна подразумевается добыча золота, рудники золота, которые были в Колхиде, потому что золото отделяли от остальных металлов руном овечьим. Собирая на овечье руно золото, отсеивали ненужное и оттуда вытаскивали золотые слитки. Вот отсюда понятие золотого руна. Очень много различных версий, но в греческой мифологии очень часто упоминаются Кавказские горы, тот же самый Прометей, который был там прикован. Упоминаются скалы Симплигады, которые отодвигались и пропускали корабли, а могли закрыть собой эти корабли, убивая людей. Упоминается Колхидское царство, которое было очень богато, и все стремились туда, все стремились к богатству Колхиды, красивым женщинам Колхиды и так далее. Колхидское царство – это, если уж перевести на наше время и объяснить современным языком, это древнегрузинское царство. Говорили там на грузинском или на каком-то наречии грузинского языка, не столь важно. В любом случае, я более чем уверена, будучи историком и изучая древние языки и вообще классификацию языков, что там говорили все-таки на одном из наречий картвельских языков. То есть в любом случае это был грузинский язык. В каком проявлении, насколько он деформировался, насколько он видоизменился с древних времен, мы можем судить по тому, насколько меняются языки за время. Вот есть, например, старославянский язык, который уже остался как церковный язык, уже не используется. Есть армянский грапар, называется. Это, опять же, староармянский язык, который не используется, хотя можно понять, о чем речь, но уже на нем не говорят. И есть колхидианский язык, наречие, один из наречий картвельских языков, то есть грузинский язык. И я посчитала, что этот ритуал должен быть на грузинском языке, и это справедливо, потому как колхидианка Медея была представительницей картвельских народностей. И так пришло время, когда один из спасенных когда-то от резни царевичей по имени Ясон пришел и потребовал трон у своего дяди, который убил его отца и женился на его матери. Мы долго не будем рассказывать, что было. Если кому интересно, откройте, читайте легенду Аргонавты. Но суть в том, что он отправил Ясона за золотым руном в надежде на то, что тот не вернется. И сказал, мол, если тебе удастся привести золотое руно, это будет означать, что ты действительно царский сын, и я уступлю тебе трон. И Ясон, собрав целую команду, сел на корабль Арго и направился в Колхиду. В Колхиде, когда царь Эот узнал о том, для чего он прибыл, конечно, он не согласился так просто взять и отдать, да и вообще он не собирался отдавать руно. И испытания были настолько страшные, что он понимал, что Ясон не преодолеет их и руно не заберет. Однако так получилось,
в него влюбилась дочь Эота и Гекаты, Медея. И Медея ему помогла добыть руно. Более того, научила, как сделать так, чтобы его не преследовал их брат. Пошла на преступление ради него. Оставила отца, сбежала с ним в Грецию. И вот когда Ясон вернулся, трон все-таки он получить не смог. Более того, его жена, пытаясь якобы оздоровить царя, сделала волшебный эликсир, отдала в руки его дочерям, которые принесли и отдали отцу, и отравили его, убили точнее, как она учила, разрезать ему горло и влить туда этот напиток, и он станет молодым. Вот они это сделали и убили своего отца, и народ собрался, и эту колдунью из чужих земель и Ясона прогнал вон из города. Медея родила ему сыновей, но Ясон не любил ее, он просто использовал ее для своих целей, а тут она была просто для него обузой, а ему хотелось царства. И тогда он решил жениться на одной из греческих царевин и стать царем хотя бы маленького острова. Узнав об этом, Медея отправила пропитанные ядом одежду, якобы хотела мириться с новой женой своего мужа. Та одела и умерла. Но Медея не простила мужу эту измену. И пока он мчался домой, чтобы с ней разобраться, она убила своих детей и на колеснице поднялась к своей матери. Вот есть такой синдром психологии, называется синдром Медеи, когда женщина причиняет боль своим детям, чтобы отомстить мужу. Но дело не в этом. Дело в том, что она была великая колдунья, и ее слышали боги и помогали. Почему мы в своих ритуалах иногда используем призывы древних сил, души ведьм, ведьмаков и так далее? Я извиняюсь, у меня обострилась нервный тик. И вот это бесконтрольное вот это вот шмыгание носом, оно через некоторое время исправится, когда я немножко успокоюсь. Я очень много работаю. И мы используем призывы данных сил, потому как они посредники были между людьми и силами потусторонним миром. И, естественно, напоминая их, мы даем понять, что мы почитаем их, и через их силу, через них, как бы взяв их в посредники между нами и богами, мы просим помощи у сил. Именно поэтому, если мы просим от имени Медеи или ее словами, то нас слышат быстрее. Амброзий или эликсир Медеи, от чего он может вам помочь? Он может вернуть вам силу жизни, снять усталость, головную боль и депрессивное состояние. Этот ритуал полностью улучшит ваше кровообращение. Если вас мучают головные боли, бессонница, если вы много работаете, просто без сил, попробуйте провести этот ритуал время от времени. Это несложно. 2 свечи, зажженные по разные стороны, и виноградный сок, над которым вы будете вот так проводить рукой и читать. И читать нужно 7 раз. То есть вы туда заряжаете, отдаете вот эту вот энергетику. Одной рукой, второй рукой, то есть руками. Потому что вы как колдуете, знаете, вот так вот. Вот таким вот образом, начитывая 7 раз. Пока вы будете читать, будет такое ощущение, как будто будет холодеть голова, просто холод. По вискам вот так это пойдет. Потом
То есть это состояние. Потом холод пойдет по спине вниз. Потом ноги охладеют. А потом, когда это все начитаете, выпьете, такое будет ощущение, как будто с вас прям вот груз сорвали, камень упал. Грузинский язык, он имеет такую особенность. Все древние языки, они вообще сильные. У них очень мощная энергия. У меня много ритуалов на грузинском языке есть. Мы с вами проводили, да, чистку «Грузинская сила». Есть шепотки, есть скоропомощники на грузинском, есть ритуалы удачи, денежные ритуалы на грузинском. Это вообще на многих языках. Но вот именно грузинский язык, знаете, помогает он не только людям, у которых энергетика совпадает, у которых есть грузинская кровь, хоть капля, но и людям, вообще не имеющим отношения к горным народностям. В любом случае, видимо, просто вот эта вот энергетика древности, он действительно с ними совпадает и помогает. Грузинские чистки, особенно от злых чар, он сразу снимает вот эту внутреннюю тревогу, состояние с глаз, остановка финансов. Попробуйте. Не переживайте, если вы слова не очень правильно произносите. Тут не так уж это важно. Важно, чтобы вы его делали и прочувствовали, призвали. Духи сами слышат, понимают. И если вы 70% заговора сказали правильно, оно уже для вас работает. И вот так вот нагоняя на такую энергию, на вот это вот, ну, что у вас там, бокал, может быть, стакан, вообще не важно, емкость. Почему виноград? Потому что виноградная лоза считается как бы целительной силой, и амброзии богов туда входит определенное вино или сок виноградный с медом перемешанный и так далее, амброзии, божественный напиток. Никто не знает до конца, какой он, но примерно рецепт вот такой. Вот так вот начитали 7 раз, потом выпивайте. И у вас сразу же будет ощущение внутреннее. Вы просто почувствуете. Это очень сильная работа, но простая в исполнении, потому как вы можете это делать каждый день. До того момента, пока полностью ваше состояние не восстановится. Это помогает от чрезмерной усталости, от ухода энергии жизненной. Набирайте сил. Старайтесь провести все-таки днем, ну или можно вечером, но не очень поздно, потому что потом спать не сможете долго. Дает очень много энергии. Вот я сейчас провожу, конечно, даже в учебных целях, но в любом случае я знаю, что я спать не смогу. Но мне это и нужно сейчас, потому что у меня еще дела. У меня еще дела. Знаете, когда я уйду в тот мир, у меня единственная будет претензия к богам, что в сутках 24 часа. Они могли бы чуть больше сделать, я бы больше успела. Это у меня единственная претензия к ним в моей жизни. Итак, начнем. Вот так вот. Медея триалебда тасис гаршемо. Мед квенгедзахи. Швиди кари. Швиди деви. Швиди дзала. Амбрოზი დაილოცეთ, ისე, რომ იგი დაიხმაროს. ჯადოქრობდა მედეა ზეცისკენ აწეული ხელებით. ჰეკატის ქალიშვილი. ქარებს თხოვა, ძალებს თხოვა, დევებს თხოვა. დაილოცეთ ეს ამბროზი. მე ვსვავ ეს ამბროზი და вкурналоб. Стараюсь читать так ближе к вам, то есть медленно по слогам и более понятно для вас ударениями, чтобы вы могли повторить потом.
Медеа триалебда тасис гаршемо. Мед квен гедзахи. Შვიდი ქარი, შვიდი დევი, შვიდი ძალა. ამბროზი დაილოცეთ, ისე, რომ იგი დაეხმაროს. ჯადოქრობდა მედეა ზეცისკენ აწეული ხელებით. ჰეკატის ქალიშვილი, ქარებს თხოვა, ძალებს თხოვა, დევებს თხოვა. დაილოცეთ ეს ამბროზი. მე ვსვავ ეს ამბროზი და ვმკურნალობ. მედეა ტრიალებდა თასის გარშემო. მე თქვენ გეძახი. შვიდი ქარი, შვიდი დევი, შვიდი ძალა. ამბროზი დაილოცეთ. ისე, რომ იგი დაეხმაროს. Мне уже прям мурашки. ჯადოქრობდა მედეა ზეცისკენ აწეული ხელებით. ჰეკატის ქალიშვილი ქარებს თხოვა, ძალებს თხოვა, დევებს თხოვა. დაელოცეთ ეს ამბროზი. მე ვსვავ ეს ამბროზი და ვკურნალობ. Мне прям уже закружилась голова. Все, на этом достаточно, друзья мои. Я надеюсь, вы поняли. Проведите это. Если у вашего ребенка усталость из-за учебы и вообще раздраженность, вы можете для него это провести, дать ему выпить. Что делать со свечами? Догорят и просто выкиньте. В этом случае ничего делать не нужно с ними. Это источник огня, который помогает, усиливает и призывает ту силу, которую мы уже позвали. Всем удачи и поблагодарите силу великой Медеи, которая нам все же оставила о себе добрую память, как о великой колдуне. Даже медицину в честь нее назвали. Всем удачи!